Здравствуйте! С вами технический обзор лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Как известно, в мире нет ничего важнее мелочей. Все, что нас окружает, и мы с вами, в конечном итоге состоим из огромного числа мельчайших частиц. Если вы хотите просто ознакомиться с микромиром, вам не обязательно приобретать сложный и дорогостоящий прибор. Поэтому я представляю вам сегодня один из очень удачных по потребительским свойствам вариант. Это микроскоп начального уровня. Микроскопы этой торговой марки уже достаточно хорошо знакомы отечественному потребителю и пользуются постоянным спросом. Посмотрим на микроскоп поближе. Сразу стоит отметить, что число пластиковых деталей в микроскопе минимально. Все основные элементы конструкции металлические. Все достаточно прочно и надежно. Так как этот микроскоп относится к числу моделей начального уровня, его комплектация весьма спартанская. 3 объектива: 4-кратный, 10 и 40-кратный, плюс 16-кратный окуляр. Кроме этого, в поставку входит сетевой адаптер на 220 вольт. Микроскоп небольшой, его высота около 300 мм, а вес немногим более 1 кг. Подготовка микроскопа к работе достаточно проста. Подключаем его к сети, используя входящий в комплект сетевой адаптер. С помощью ручки переключения уровней подсветок включаем освещение предметного столика. Система освещения микроскопа проста и эффективна. Нижняя светодиодная подсветка используется для наблюдения прозрачных образцов. Верхняя подсветка для исследования объемных непрозрачных образцов. Возможен также смешанный режим освещения. К сожалению, верхняя подсветка может быть использована только при небольших увеличениях, из-за того, что объективы, дающие сильное увеличение, имеют большие размеры и перекрывают световой поток, идущий от верхнего светодиода. Управлять интенсивностью подсветки также можно, вращая колесико регулировки освещения, размеченное от единицы – самое слабое освещение, до 8 – самое яркое освещение. Как показывает практика, наиболее востребованным будет диапазон от 4 до 7 единиц. Для регулировки уровня подсветки можно также воспользоваться колесом диафрагм, расположенным под предметным столиком. Диаметр диафрагм от 2 до 8 мм. Это значение указано сверху на краю колеса. Такой вариант использования регулировки освещенности может быть особенно полезен при смешанной подсветке. Для настройки фокуса конструкции микроскопа предусмотрены ручки грубой фокусировки. Надо сказать, что фокусировка достаточно плавная, и даже при максимальном увеличении можно быстро и точно сфокусироваться. Диапазон перемещения предметного столика в процессе фокусировки порядка 15 мм. Микроскоп оснащен монокулярной насадкой, которая фиксируется на штативе с помощью прижимного винта. Ослабив его, имеем возможность развернуть насадку в горизонтальной плоскости, обеспечив более удобное положение окуляра. Окуляр вставляется в трубу монокулярной насадки, при этом фиксация его не предусмотрена. Объективы микроскопа закреплены на револьверной головке. Это дает возможность последовательно изменять увеличения, даваемые прибором, без замены окуляра. Микроскоп дает следующие увеличения: 64 крата, 160 и 640 крат. Замечу также, что объектив с увеличением 40 крат снабжен пружинящей оправой, предохраняющей от повреждения препарат и фронтальную линзу объектива при фокусировке. Воспользуемся специальной камерой, входящей в комплекты поставки некоторых моделей микроскопов Leeuwenhoek. Просто вынем окуляр и установим камеру вместо него. Теперь попробуем провести практическое наблюдение, для чего воспользуемся набором готовых препаратов. Обратите внимание, для того, чтобы зафиксировать предметное стекло с рассматриваемым объектом, на поверхности предметного столика имеются 2 подпружиненных держателя. Устанавливаем препарат и, применив 4-кратный объектив, проводим наше первое наблюдение.
Вот первый объект – инфузория туфелька. Наиболее запоминающийся всем из школьной программы объект для изучения под микроскопом. Средой обитания инфузории туфельки является любой пресный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Ее можно обнаружить даже в домашнем аквариуме, взяв пробы воды с илом. Этот объект тоже из школьной программы. Знакомьтесь, это эвглена зеленая, наиболее распространенный представитель эвгленовых водорослей. Эвглена обитает в сильно загрязненных водоемах. Иногда эвглена, размножаясь в огромных количествах, вызывает красное, коричневое, кирпично-красное или зеленое цветение воды. Переходим к третьему объекту. Уже не за горами Новый год. Запах сосны, иголки, разбросанные по квартире. Знакомая картина? А вот такую привычную сосновую иголку вы никогда не видели. Это ее продольный срез. Обратите внимание, какая сложная структура. И вот наш четвертый объект. Ни за что не догадаетесь, что это за шикарный леопардовый наряд. Помните детскую сказку «Царевна-лягушка»? Так вот, это и есть лягушачья кожа. Выглядит весьма эффектно. Обратите внимание на ее пористую структуру. Ну и, наконец, пятый объект. Это мазок крови человека. Кровь состоит из жидкой части плазмы и взвешенных в них клеток, форменных элементов, эритроцитов, красных кровяных телец, лейкоцитов, белых кровяных телец и тромбоцитов, кровяных пластинок. Подведем итог. Микроскоп – прекрасный вариант для начального изучения микромира как детьми, так и взрослыми. Он прост и удобен в обращении, оснащен двухуровневой подсветкой, имеет достаточно большое увеличение, может быть использован с цифровыми камерами. Если вы выбираете биологический микроскоп для ребенка или для своего хобби, то вне всякого сомнения он должен быть в списке ваших возможных приобретений. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.